Обновление eFootball до версии 3.4.0 не только добавило новый контент в игру, но еще и обновило игровой процесс. И как же отрадно это наблюдать, учитывая, что все это дело мы обсуждали в наших роликах. Поскольку нередко случается так, что наши разговоры по сути не оправдываются, но это далеко не тот случай, и геймплей eFootball 2024 и вправду претерпел изменения. И в сегодняшнем ролике я хочу поделиться своими впечатлениями от игры после обновления, что изменилось, что понравилось, что не понравилось. Все это постараемся сегодня затронуть. Ну а вы, дорогие друзья, делитесь своим мнением от нового геймплея, поддержите это видео своими лайками и обязательно подписывайтесь на канал с колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Если вам необходимо срочно пополнить свой баланс в Steam или же прикупить новую игру на свой аккаунт, но вы не знаете, где это можно сделать, у меня есть для вас решение. KupiCode — это не просто сервис, а целая игровая экосистема, которая делает упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывает турниры и предлагает систему лояльности. У них самая низкая комиссия на рынке, и помимо пополнения, также на их сайте вы можете найти игры, которые недоступны для нас в Steam. Раздел «Недоступные в РФ». Здесь собраны все игры, которые пользователи не могут найти в магазине Steam, но благодаря KupiCode их можно приобрести на свой российский аккаунт, и не нужно в лишний раз париться с созданием новых профилей и прочими трудностями. Пополнение аккаунта Steam на их сайте происходит в несколько действий, просто, дешево и безопасно. Все, что вам необходимо сделать, так это ввести логин, указать мой промокод и нажать «Оплатить». KupiCode не запрашивает данные от аккаунта, только логин, а поэтому все безопасно. А если вы используете именно мой промокод, комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Также через KupiCode можно пополнять казахстанские аккаунты Steam, а также другие регионы — Турция, Аргентина и так далее по крайне выгодным ценам. Для зарегистрированных пользователей действует постоянный кэшбэк на пополнение и покупку. Ссылка в описании. Перед тем, как мы приступим к обсуждению, стоит обозначить тот факт, что я буду делиться исключительно своими впечатлениями от игрового процесса, поскольку если знакомиться со всей сводкой, что представили Konami касаемо искусственного интеллекта, то мы застрянем надолго. Но и это далеко не самое важное. Вся суть в том, что все представленные сводки, все заметные исправления, которые они представили в рамках патчноута, они по сути незначительные. Если вы не ознакомитесь с ними лично, не прочтете, то скорее всего даже не заметите всего этого, поскольку были изменены значения, которые просто так глазом не заметишь, и о которых, скорее всего, большинство игроков даже и не знало. Банальный пример: если ваш игрок перехватывает передачу соперника, на то, как жестко примет ваш игрок мяч, влияли два навыка, в зависимости от ситуации, либо подкаты, либо контроль мяча. Но после обновления учитывается только скилл подката, и контроль мяча больше не учитывается. Вроде бы Konami-то отметили, это что-то новое, что-то исправили, но с другой стороны, а насколько это существенно? Возможно, вполне себе, но если честно, без ознакомления никто бы это даже, скорее всего, и не заметил. Опять же, да, скорее всего, и большинство даже не знали, что это именно так и работает. Поскольку геймплей — это нечто интуитивное, и поэтому предлагаю ознакомиться и поделиться своими впечатлениями, исходя из тех же самых интуитивных ощущений этого игрового процесса. Да, к сожалению, это не дотошный подход, возможно, кому-то это не понравится, но с другой стороны, мы сидим, обсуждаем игру, а не реальный футбол, поэтому, как-то так. И первое, что хотелось бы отметить после знакомства с обновленным игровым процессом, так это то, что немножко изменилась физика мяча. Складывается такое ощущение, что мяч теперь будто не так сильно прилеплен к игрокам, и ощущается он несколько свободнее, даже когда он находится в ногах у футболистов. И исходя из этого, передача стала делать немножко сложнее, потому что траектория неожиданно становится другой, нежели мы привыкли это наблюдать. Но я более чем уверен, что в онлайн-матчах подобные моменты они быстро забудутся и, скажем так, отойдут на второй план, потому что люди будут подстраиваться друг под друга, и к подобным изменениям быстро все привыкнут. Стоит отметить, что также обновили анимации футболистов, и банально, если посмотреть на игровой процесс со стороны, то складывается ощущение, как будто что-то действительно изменилось. Но по сути, просто анимации в лишний раз стали плавнее, немножко изменились сами по себе, и исходя из этого складывается также дополнительное приятное ощущение. Касаемо темпа в игровом процессе, то, слава богу, скорость больше не стала. Она не стала ниже, но в лишний раз и не увеличилась, потому что иногда наблюдалась такая тенденция, что при изменениях игрового процесса
темп все увеличивался, увеличивался и увеличивался, но вроде бы после последнего обновления такой тенденции не наблюдается. Также по ходу игры мне показалось, что защита стала чуть более надежной, и это тот самый баланс, о котором я говорил, потому что с выходом тех же самых атакующих карточек, атакующих полузащитников, нападающих, у которых рейтинг переваливал за 100 пунктов, защита отчаянно нуждалась в том, чтобы ее немножко подкрутить. И вроде как Konami это тоже сделали. Защита стала вроде не такой безнадежной, как раньше. Что ж касаемо навесов и ударов головой, которые также были анонсированы в отдельном трейлере 5-го сезона, далеко не все навесы стали залетать с головы, но тем не менее процент голов именно что вот со 2-го этажа после подачи с фланга, он, как по мне, стал выше, нежели было до этого. Но чтобы прям кардинально вот появился какой-то читерный момент в геймплее, что вот залетает только с головы, только с подач, такого вроде не наблюдается. И в целом, несмотря на то, что сам по себе геймплей не претерпел каких-то вот прям глобальных изменений, он все равно ощущается по-разному. Этому способствует множество факторов. Изменение баланса самими разработчиками, добавление новых анимаций, исправление некоторых моментов, изменение шансов в тех или иных ситуациях, и что самое главное, изменение рейтингов футболистов. Потому что, как мы обсуждали еще в отдельном обзоре 5-го сезона, после обновления изменился перерасчет рейтингов у футболистов при тех или иных тренеров, и теперь рейтинги стали чуть-чуть повыше. И у меня есть подозрение, что из-за этого геймплей также ощущается уже несколько иначе. А поэтому, если и говорить о влиянии каких-то факторов на игровой процесс, то стоит упоминать их в совокупности, что я по сути сейчас и сделал. Но в целом геймплей не испортили, и на том спасибо. А ко всем изменениям касаемо каких-то микромоментов, когда мы действовали так, и придется действовать немножко иначе, потому что там, я не знаю, стеночки перестали работать, или еще что-то перестало проходить, я думаю, что игроки достаточно быстро к этому привыкнут. Это дело времени. А, соответственно, проблем тоже не вижу. Ну а что думаете вы касаемо нового геймплея, дорогие друзья? Пишите в комментариях под этим роликом. Не забывайте также поддерживать это видео своими лайками, а канал подпиской и колокольчиком, если находитесь здесь впервые. Я же всех благодарю за просмотр и желаю вам всем приятной игры. Всем пока!